Приветствую всех, мои дорогие друзья! Хочу вас поздравить с Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, всех благ. С вами Анжелика. Пришло время наконец-то подвести все итоги года. Такое видео у меня впервые на моем канале, так как я ровно год назад начала снимать для вас видео. И немножко я волнуюсь и хочу с вами вместе поделиться и посмотреть, подвести итоги, что же получилось за весь год у меня навышивать. Я это все дело покажу вам, буду стараться показывать в том порядке, которое я вышивала, начиная с начала года, но я не все записывала, совсем немножко начинала вести дневник, а потом это как-то у меня отошло вообще на последний план. Сначала все будет вышито, все свои сюжеты, и в конце покажу вам все свои фигурки, игрушки. Сейчас вышло у меня солнышко, вы видите все тени. Ну, извините, снимаю сейчас возле окошка, и солнышко будет периодически так показываться. Наконец-то мы солнышко дождались. Оно как бы и нужно. Вот, сейчас видно все хорошо. И перед вами первый сюжетик лежит. Лисичку, которую я вышила. Это был самый первый финиш от Барбары Анны. Это бесплатная схема. Она мне очень понравилась. Когда я ее только увидела, она мне очень понравилась. Ткань девочки, на которой я вышивала, я точно не помню, по-моему, это Мурана цвет нуги. И каунт 32. Вот то, что у меня получилось. Моя красавица. Я на нее любуюсь, периодически достаю. Очень она мне нравится. И у нее здесь будет еще курочка. Вот я целый год собиралась, вот оставила место для курочки. Но она же будет обязательно. Все время распыляешься, планируешь одно, а по факту получается что-то, подворачивается под руку и вышиваешь что-то другое, но курочка будет. Вот я берегу для нее место и с этой лисичкой. Вот такая вот красавица. Нитки подобраны по ключу. Вот, посмотрите. Очень я ею довольна. Она вышилась у меня быстро. Так, а теперь следующим финишем у меня был, опять же, если я не ошибаюсь, вот такой вот сюжет от парижских вышивальщиц. Эти розы, по-моему, называется «Восточный экспресс», если я не ошибаюсь. Вышита эта картина по китайскому набору. Вышивала «Море удовольствия». Вот она ко мне как пришла, незаметно вообще. Как-то вот она настолько мне была приятна в работе, что я ее, ну, можно сказать, не почувствовала. Вот сразу как старт и финиш. Очень интересная такая, красивые цвета. Вышилась быстро, легко. Каунт здесь 16. Вот, посмотрите. Чудесная работа. Будет оформляться в подушку. Девочки, все у меня будет оформляться. В этом году еще ничего не оформила. Но займусь оформительством. И это все так лежать не будет в рулонах. Мне это не нравится. Ну, пока так. Пока все в ожидании. Следующим финишем у меня был вот такой вот котик. Это жар-птица. Этот котик у меня уже был начат совсем немножко. То есть это работа, которая перешла с прошлого года. И я ее в этом году просто закончила. Вышивала все по набору. Ткань не меняла. Ткань, конечно, здесь желает быть лучше. Ну, повышивала, попробовала. Эту работу я не буду оформлять, скорее всего. Вот она вышита и вышита. А там посмотрим, потому что у меня всегда так: одно сегодня говорю, а завтра все будет совсем по-другому. Вот и я планы тоже думаю, как мне планы составить. Следующее видео будет о планах. Я хочу, ну, потом как этих планов придерживаться.
И вот следующий финиш. Вот такой шедевр, девочки. Для меня это шедевр. Как бы это все вам поместить как раз солнышко. Ну, вот этот сюжет, испанский букет, вышит по набору Joy Sunday от китайского производителя. Может, кто-то будет фукать, возмущаться, бросать в меня тапки. Но кто со мной был весь этот год, вы знаете, что я очень люблю китайские наборы. Люблю вышивать именно на канве с нанесенным рисунком. И мне это легко, в удовольствие. И получается вот такой вот шикарный результат. 14 каунт. Все вышито по набору. Естественно, ничего здесь не меняла. Вот, посмотрите, гроздь винограда, здесь и птичка. В принципе, она так более или менее почти попадает в кадр. Могу вам показать поближе. Здесь было очень много бэкстича. Ну, как по моим меркам. Я его не люблю, поэтому он мне немножко был в тягость. Вышивала я крестиком быстрее, чем делала бэкстич на самом-то деле. Вот. Все это, вот эти все лепестки. Немножко я цвет бэкстича меняла на вот этих пионах. Брала темно-серый цвет. На розах у меня был черный. Ну, темно-коричневый даже. Не черный, темно-коричневый. Так как и предлагал производитель. Вот. Здесь только на пионах я заменила. А все остальное я вышивала уже бэкстичем, который предлагался по набору. Очень мне нравится эта картина. И я ее мечтаю оформить в рамочку. Хочу в какую-нибудь такую помпезную, по-королевски. И я когда-нибудь это сделаю. Все-таки откажу себе в каком-нибудь хорошем наборе. И эти денежки пойдут на оформление. Все-таки надо оформлять. Наборами хватит запасаться на самом-то деле, потому что запасы уже такие стратегические лет на 25 вперед. А оформление требует тоже каких-то капиталовложений. Поэтому средства свои надо направлять, и, наверное, именно туда. Оформлять свои работы. Следующим финишем у меня была работа от фирмы Овен. Вот сейчас солнышко. Не совсем кстати, но сейчас оно опять зайдет за тучку. Работа очень приятная. Сюжет красивый, замечательный, такой яркий, насыщенный. Ткань я меняла, я вышивала на Белфасте. Не на той, которая предлагал производитель, а попробовала на Белфасте вышить. 32 каунт. Цвет назывался «Сказочная пыль». Очень такая нежная работа. Я на нее дышу, девчонки. Просто дышу. Насколько я привыкла вышивать по канве китайских производителей, которая дубовая такая, вышиваешь, так чувствуется эта плотность, такие крестики, а здесь все настолько нежно. Вот она во всей своей красе. Лен светится, конечно же. Очень классная работа. Эта работа ко мне тоже пришла, и я ее быстро вышила. Вот был и старт, и финиш в этом году. Вот если вот это вот от Joy Sunday, испанский букет, на начало года было вышито почти треть работы. Я хотела вам сказать именно работы, которые в этом году у меня начинались, и сразу же получался финиш. И некоторые переходили с прошлого года. Вот. Вот такой вот у меня был результат. Ягодный ликер. Парную картину, парный сюжет, который называется «Смородинка» или как-то так. Я даже не помню, как он называется. Я вышивать однозначно не буду. Мне хватит и этого. Очень классный. Следующим финишем у меня был очередной шедевр от Joy Sunday «Розы Даны».
Обалденная работа во всех отношениях, девчонки. Я настолько получила от нее приятные эмоции, я вам просто не могу передать. Здесь тоже была канва с нанесенным рисунком, 14 каунт. Вышивалась она прекрасно и замечательно. С собой я ее брала на море, отдыхала вместе с ней. Поэтому на всю жизнь у меня сложилось с этой работой, вот именно будут такие ассоциации. Она тоже будет оформляться обязательно. И глядя на нее, я буду вспоминать наш отдых с семьей. В прошлом году провели мы время прекрасно. Нам очень повезло тогда, отдохнули великолепно. Не было никаких медуз. Погода была шикарная, море было адекватное. Ну, в общем, все у нас сложилось прекрасно. И поэтому эта работа у меня будет ассоциироваться исключительно самыми теплыми воспоминаниями о том отдыхе, на котором она была. Вот. Чудесная работа. Она не уступает, я думаю, оригиналу. Вышита, ну, может, где-то там какие-то тона не совпадают. Оригинальная она может более такая светлее, нежнее. Здесь насыщенные цвета. Но именно это мне в ней и нравится. Розы получились такие светящиеся. Ну, вообще, восторг. Восторг. Вышивалась, ну, очень приятно вышивалась. Шикарная работа. Мне, ну, я даже не знаю, как вам передать. У меня только от нее самые классные впечатления. Ну, это кайф. Может, кому-то покажется грубое такое слово, но по-другому я не могу сказать. Работа прекрасная. И самый последний финиш, который у меня был, именно по таким сюжетам, это вот сэмплер «Времена года». Вы его помните, я совсем недавно его показывала, был в процессе. Вот, посмотрите более подробно. Тоже очень приятная работа, вышивалась она совсем легко. Стартанула я ее где-то весной. Девчонки, простите, ничего не записывала, это я так по памяти. Вышила весну и лето, вернее, у меня начиналось все, я лето вышила, бабочка была центральным элементом, потому что я вышивала все с середины. Вышила бабочку, вышила лето, весна, а потом я ее отложила. Потом пришла осень, я вышила осенний сюжет, ну и вот зимой закончила зимний сюжет. Вышивалось это все на 14 аиде. Именно канва, которую предлагал производитель, вообще ничего здесь не менялось. Очень интересно вышивалась вот эта вот рамочка. Здесь участвовала всего лишь 6 цветов, но посмотрите, какая она классная получилась. Очень интересно мне было ее вышивать. 2 коричневых, темные и светлые, 2 зеленых, темные и светлые, 2 красных, тоже розовый и красный. Ну, чудесная. Классно, мне очень понравилось вышивать вот эти вот надписи. Ну, вообще, прелесть. Классная такая работа. Очень интересная, простая. И вот обратите внимание, на каждом времени года есть какой-то персонаж. Вот летом мы видим бабочку. Весной у нас птичка полетела. Зимой стоит вот олененок. Ну, а осень здесь, конечно, у нас персонаж это листья. Листья, тыквы, яблоки в корзине. Здесь, конечно, никого нету. Но в основном кто-то присутствует. Вы же видите, кто-то есть живой. Ну, вообще, советую. Классная работа. И я, если судить по комментариям, вижу, что всем она понравилась. Мне писали девчонки, что вот мне именно нравится сэмплер «Времена года». Она как-то более на себя привлекла внимание всех моих сюжетов. Именно ее выделяли. Так что вышивайте. Это старая, получается, фирма Sunset. Ну, это тот же Dimensions, только это из раритетов. Ну, у наших друзей
китайцев, в них есть все. Поэтому вот как бы я ее выбрала. Хотя я когда выбирала этот сюжет, он мне просто понравился, и я его купила. Даже не знала, что это тот же самый Dimensions. Ну, все сюжеты, за что не возьмись, это Dimensions. Вот то, что у меня получились итоги за год по моим работам, вышитым на канве. Сколько, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, малышка, котик, 6, розы и 7, лисичка. 7. И сейчас мы перейдем к самым маленьким моим игрушкам, фигуркам. Что касается игрушек, сейчас я их сюда поближе к себе поднесу и посмотрим с вами. Первым финишем была вот такая вот без корню. Вот я ее вышивала, это как взять поиграться. Все время мне весь год, вот, как вот знаете, закончишь эту работу и до конца вот не сделаешь, так она и остается. Я ее хотела все время более уплотнить синтопончиком, распороть и в эту дырочку больше дать сюда, чтобы она была такая более упругая. А так она у меня мягенькая. Ну, вообще работа замечательная. Она мне очень много тоже принесла удовольствия. Поиграться с ней. И такая вот схема тоже скачана была с интернета. Подобран материал тот, который у меня был. Все бисеринки, все ниточки, все из остатков, маленькие клаптики канвы. Все это, ну, мне очень понравился результат. Хочу еще, девчонки. Хочу еще тоже вышить без корню. И мне хочется именно даже бисером такие подушечки. Вот эти зигугу. Ну, классные и в работе, и результат получается потрясающий. И схем у меня лежит много таких интересных. Да даже новогодняя игрушка, она тоже смотрится, ну, немножко она великовата, конечно. Ну и что? Мы же вышиваем пинкипы. Ну, вообще, класс. Так, вот такая вот бескорнюшка. Долго на ней не буду останавливаться. Затем у меня были в работе вот такие вот грибочки. Я вам показывала на протяжении всего лета. И начиная с весны, вот я их начинала вышивать ненавязчиво. У меня в целом по времени где-то на один грибочек уходила неделя. Ну и вот где-то месяц я потратила... А нет, не то я вам говорю, нет, не неделя. 2-3 дня, не больше, 2-3 дня, девчонки, прошу прощения. Да, 2-3 дня. Вот грибочек вышивался, если так сесть хорошо, зацепиться, вот точно я помню, вот этот вот боровичок я вышила за 2 дня. А так не больше, 2-3 дня и все, и есть результат. Они у меня висят на холодильнике, магнитики, висят круглый год. Вот такая вот красота. Яркие, прикольные. Ну, что вам говорить, вы знаете, Жар Птица. Рекомендую. Вышивка на пластике мне очень нравится. Я еще буду вышивать, естественно. Потом вот такая вот у меня есть дюймовочка. Это вот здесь, конечно, страх и ужас, но это никому не нужно. Я фетр прямо пришила бэкстичем и приклеила магнитик. И вот она у меня висит на холодильнике. Хотя тоже как елочная игрушка, она тоже очень даже будет в тему. Это схема Алина, дизайнер. И я буду вышивать. У меня есть еще несколько таких схем. Ну, очень здоровская такая девчонка. Вышивается тоже очень легко. Прикольная. Вот такие вот игрушечки. Затем весной я еще вышила, кстати, чуть не забыла, когда собирала все это дело. Все, девочки, надо писать. Обязательно все надо записывать. Весной я вышивала, у меня есть видео о таких нарциссах от волшебной страны. Вышила я с 2 сторон. Вот есть у меня такая чего-то... Мне не очень нравится, когда задник заклеен фетром. Поэтому я сижу и
вышиваю с двух сторон. У меня есть, конечно, игрушки, которые вышиты и заклеен задник. Ну, нравится мне вот больше вот так. Хотя стоит эта фигурка с обратной стороны, ее никто не видит. Но нет же, я решила вот так. Вот я меняю бисер, подбираю. Ну, мне так интересно. Сугубо потому, что мне интересно и сам процесс, и результат, и тактильно. Супер, класс, море удовольствия и радует, круглый год радует. Правда, я меняю, конечно, место дислокации этой фигурки. Она у меня бывает стоит то на полочке, то в шкафу. Ну, вот такая вот прелесть прелестная тоже у меня есть. Как я ее чуть не забыла, я не знаю. Так, осенью я вышила вот такую вот лошадку от Фрузелка. Тоже вышилась очень быстро, милейшая. За 3 дня я ее вышила. Собирается, заклеила задник здесь, вышивала с ниточками. Собирается и уже готовая игрушка. Ну, вышивать такие лошадки я, наверное, не буду коллекционировать. Зачем? Мне пока хватит одной. Ну, пока, девочки. Я ни в чем не уверена. Вообще, потому что... Я же говорю, у меня сегодня одно, через 5 минут что-то у меня поменялось, я где-то что-то увидела, передумала. Ну, я думаю, мы все такие. Творческие люди все такие. Что-то где-то там увидели, переключились и все, и забылись. Перед самым Новым годом, в декабре, я взялась уже за новогодние игрушки. Вышила еще вот такие шары от Жар-Птицы на пластике. Тоже вы прекрасно знаете, у меня еще 2 лежит шарика. Зеленый, который изумрудный, и красный. Ну, девочки, я вышила, и я в полном восторге. Я знала, что они красивые, но не думала, что настолько они красивые, с этими бусинками. Я все это дело оформила сзади фетром и еще добавила тоже бусинок. Ну, так вот мне захотелось. Настолько они здоровские. Они сейчас у меня даже без подвеса, если вы обратили внимание. На елке они у меня даже не висят, а просто вот стоят в иголочках, в ветвях. Они просто стоят и тоже смотрятся, ну, очень-очень здоровские. Кайфовые такие эти шары, вышивались прекрасно, и они у меня такие прямо нарядные, ну такие нарядные, вообще у меня слов нет, насколько они классные. Затем я вышила вот такого тигрулю от волшебной страны. Ну, девочки, не отпускает меня волшебная страна. Я уже себе давала зарок в этом году ничего больше не покупать. У меня там есть остатки, дошить их и все, и успокоиться. Но нет же, о чем вы говорите? У них сколько новинок. Я опять позаказала себе волшебной страны перед Новым годом. Но так как в магазине в наличии не было того, что мне нужно, то я, конечно, уже жду, наверное, к Рождеству или чуть позже. Мне там еще целая посылочка по волшебной стране. Я вам все это, конечно, дело покажу. И, естественно, я хочу весь год вышивать хотя бы по одной игрушке в месяц. Чтобы у меня было 12 игрушек. Ну, такая прелесть. Вот видите, ну не отпускает меня вся эта красота. И вышила я еще вот такую вот карету. Вот правильная ее сторона. Замечательная. Она мне так понравилась. Я ее только увидела в новинках. Вообще, ну супер. Карета потрясающая. Тоже вышивала я ее с 2 сторон. Вот здесь я уже делала сама подбор. То, что получилось у меня. Ну, в целом класс. И никакие фетром я не заклеивала. Ну, видите, получается, окошко у меня открыто. Но она шикарная. Очень нравится. И в работе они приносят море удовольствия и здорово смотрятся на елочке. Вот такая вот прелесть. Ну и вот видите, вот это вот весь мой результат по игрушкам. Там у меня было 7 сюжетов, которые вышиты на канве. И по игрушкам получается 8 бескорню, 9 нарцисс, грибочки 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Вот 15 готовых работ за год. Я считаю, это нормально. Я даже рада, и сначала мне казалось, что у меня там будет даже до 10 штук, я не дотяну. А нет, когда начала все собирать, да шикарно, я в этот год входила, 13 у меня было текущих работ в начале года, те сюжеты, которые я что-то закончила уже с этого, а что-то продолжает дальше тянуться в следующий год. Ну, и 15 готовых уже изделий, я считаю, это прекрасно. Из них даже есть вот какие большие. В общем, я, девочки, собой довольна. У меня настроение потрясающее. И уже даже в голове так мои планы, вот я созреваю на планы. Девчонки, смотрю, уже в конце года начали свои планы выкладывать. А я и все никак не соберу все эти мысли, все, чтобы выразить, вам все показать, что я хочу начать. Начать хочу очень много. Ну, в общем, в следующем видео о планах вы посмотрите, что же я себе там напридумывала. Ну, и больше я не буду болтать. Я довольна. Все супер. Я считаю, год прошел продуктивно. И хочу вам пожелать вдохновения, девчонки. Творите красоту, здоровья вам крепкого, прекрасного настроения и всего вам самого наилучшего. И если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь, наблюдайте, что у меня там будет дальше. Пишите мне комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.